Нашли мы воду, здесь явно можно пить, она течет из-под земли. Зря, конечно, рюкзачки мы оставили, еще хотели с ними пойти. Не пойдешь второй раз в такую жесть просто, реально. Сейчас мы еще выбираться сколько будем. Как же я жалею, что бурдюк не взяла, елки-палки. Вот такие тут джунгли. Вот они. Вот здесь вот мы лезли вот. Вот тут я спускалась. Я потом сначала пошла сюда, потом вернулась и вот так прошла. Потому что там вообще нереально очень скользко идти. Здесь по суше все-таки. Водичка, сейчас умоюсь, попью. Вот там даже заводь небольшая есть. Можно помыться. Прям покупаться можно было бы. Красиво. Люблю дикие места. Вообще обожаю. Никого нет, хорошо так. Петя такой говорит, рыбаков бы тут встретить, спросить, что как. А я говорю, я никого не хочу встречать, мне и так хорошо, здесь так хорошо, никого нет, места дикие. Наконец-то вода, умыться попить. Вот, хорошо. Вот такие камушки розовенькие. Красиво так лежит. Прям розовый цвет. Нежно-розовый, бледный такой. Тут их много таких. Вон еще. Да. Вот кто вот по таким развалам вот будет ходить? Какая девушка в юбке нормальная? Видимо, я ненормальная. Ноги ломать. Вот этот красивый какой камень. Ой, обалденный. Я бы даже забрала, ё-моё, но тащить. Разбитый. Может его еще отколоть? Какая красота. Возьму, посмотрю, что с ним сделать. Ну, в таких дичайших местах грех не взять такой красивый камень. Только вот тащить его в руках, а нам еще лезть там, ой-ой-ой, придется. Кстати, если кто-то со мной ходит, не считая блогеров, которые меня понимают, всех раздражает съемка. Вообще всех. Вот если даже человек делает вид, что его не раздражает, я очень чувствую это. Я вижу, что человек раздражается временами. А некоторые, там, как Петя, он вот напрямую говорит. И еще не буду говорить, кто со мной ходил, прям напрямую говорят, что их раздражает, бесит, что я снимаю, долго иду, стою, время трачу, прошу снять меня. Это больше всего раздражает, когда я прошу снять меня. Это, наверное, кто-то тоже выживальщика играл, как мы. Погиб смертью храбрых. И вот даже костровище есть. Непонятно, сколько ему лет, этому костровищу. Кто-то, видимо, заходит в эти жопные места иногда. Не одни мы такие придурки. Я не могу налюбоваться камни. Такой интересный вот здесь цвет, а тут такой. А я этот таскаю. Хочу забрать. Блин, тяжести прибавится опять. Вот это вообще интересно, но он в земле. Его, короче, не вытащишь. А, ну там вытащишь, но он очень огромный.
А так интересно было бы такой кусок забрать. Вот это подтверждение того, что тут много лет назад люди сюда катались, плавали. Рыбаки, скорее всего, или охотники. Они вон какие старые эти катамараны прям. Сейчас таких нет. Вон они железные, алюминиевые. Заброшено тут все. Когда-то были, получается, люди. Приплывали охотиться, рыбачить. А все, что мы находим, это остатки прошлого, скорее всего. Ну, может, редкие рыбаки старой закалки сюда заходят, я в этом уверена. Где-то же я видела, там где-то домик еще есть. Туда бы зайти, посмотреть, что там. Не знаю, попадем мы туда или нет. Солнце в кадр, но я сниму. Вот мы прям на другой стороне озера. И вот там наш лагерь. Вот где-то тут, по-моему, неплохо видно. Солнце в глаза. Мы все-таки пробрались на ту сторону. Вот она, речка вытекает. Мы почти дошли. Вот так бежит. Такая долина красивая. И вот река оттуда откуда-то бежит. А там, наверное, еще более дикие места. Такие заманчивые. Вот куда надо идти-то. Петя туда не пойдет. Он в такие жопы не ходит. Вот речушка это бежит, а я вот тут наверху встала. Посмотреть, что да как. Есть ли смысл спускаться. Петя уже вон спустился и пошел к воде. Да, надо было все брать с собой. Сейчас бы здесь помылись, постирались, воды набрали. Не знаю, может второй раз все-таки пойдем, если дождь не пойдет. Красивая долина очень. А вдруг любой подкроватный монстр не страшен, суров, ершист, не взор свиреп и не коготь остр, а бархатен и пушист, игрив, забавен и большеглаз, ухожен, лощен, душист, и в пару сотен десятков раз добрее и лучше нас. Не зол, не опасен, как мир вокруг, где наши немы умы, а добрый друг, и по факту вдруг чудовище — это мы. Эль Кеннеди. Вот река так река уже. Там речушки. А вот она более полноводная уже такая. Мощная. И впадает в озеро. Красиво здесь. Люблю такие места дикие, где почти люди не бывают. Петруха решил обмыться. Я тоже очень хочу. Попросила его, что он сейчас помоется. А потом он уйдет, а я тоже искупаюсь.
Ну, так охота. Сейчас солнце выглянуло, жарко. Мы еще все липкие, грязные после вчерашнего дня. Хочется как помыться. Я реально так классно покупалась. Вообще прям хорошо набулькалась. Полностью помылась. Пусть даже без мыла. И все равно хорошо. Все смыло, всю эту пыль, пот. Так классно стало вообще. Что делают люди на необитаемом острове? Рисуют солнце. Свежие следы копыт. Маленькие копытцы. Такое ощущение, что, я не знаю, кабарга тут водится. А может, косулька маленькая. Только иду, говорю, что тут медведя не видать. А тут вот медвежьи следы. Ну, вот эти побольше следики. А вот такие маленькие следики. Медвежонок. Значит, мамка где-то есть. Ха, значит, да, медведи ходят здесь рядом, получается. Тут видно, что вот этот большой след, вот этот маленький. Не знаю, передает ли камера, но мой глаз это видит. Что, короче, мамка с медвежонком тут ходила. Ну и получается, недавно, потому что был же дождь сильный, и следы бы такие, в такой каше он размыл. Поэтому это свежие следы. То есть медведь совсем недавно проходил. То есть сегодня. Только иду такая, говорю, что-то скучно. Медведей даже не видать. И вот, пожалуйста. Сразу интереснее стало как-то. Петя сразу шагу прибавил в обратный путь. Говорю, пойдем домик поищем, который мы видели. Мне говорит, не пойдем. Короче, я решила все равно подняться, домик поискать. И нашла что-то подобие тропы. Ай, ё-моё. Вот все в колючках, в шипах. Пойду посмотрю. Вот, точно. Я нашла его. Здесь там никого нет. Ай, ё-моё, колючки цепляют. Здесь тут медведя нет. Вроде не похоже, чтобы он тут шараболился. Костровище. Все то же самое. Ну да, вот тут вообще все упало уже. Вот. Да, видно, что не пользуются, наверное. Ну, пользуются редко. Носки висят. Наверное, приходят сюда рыбаки, но крайне редко. Ну, потому что вот это вот, например, вообще уже все пообвалилось. И вот здесь тоже все как-то выглядит не очень. Смотрите, какой тут раритет. Турки железные. Я помню, такие розочки у нас, такие кружки были. Они прям железные. Ой, жалко, пропадают.
Может их занести внутрь, чтобы они хоть не ржавели тут. Пусть тут стоят или лежат. Классные штучки. Во. Вот такие. Жалко, пропадает такой раритетик. Ах. Тут вот чайничек тоже такой. Видно, что старенький. Все, уже пришел в негодность, потому что висит под дождем. Проржавел, дырка на нем. А тут вот, пожалуйста, кто сидит. Кузнечик какой-то бордовый. Классненький кузнечик. Да, что такого раньше цвета не видела. Какой-то необычный. Смотрите, какую я еще кружечку маленькую нашла. Прикольная. Ой, такая хорошенькая. Там, скорее всего, бывают рыбаки или охотники. Но я думаю, это такие уже старые, заядлые. Молодежь вряд ли сюда ходит. И единицы. Скорее всего, редко, крайне редко сюда ходят. Вот я там схрон нашла. Не стала специально снимать, где. Я даже не открывала ничего, просто увидела, что там еле заметная тропа и ведет за такой. Ну, короче, не буду объяснять. И там схрон есть. Я не смотрела, что там завернуто, закрыто. Я не стала чужое воротить. Наверное, бывают здесь люди, но я думаю, что крайне редко. Видно, что в запущении все, что редко приходят, тропы почти заросшие, в колючках все. Если бы часто ходили, были бы такие явные выраженные тропы хорошие. Все, мы идем назад. Надо хорошо воды напиться. У нас-то нет нормальной питьевой воды. Вот хороший ручеек. Вот здесь почему-то вода холоднее, чем там. Хотя там с ледника бежит. И хотя тут, наверное, тоже с ледника. Тут может ближе ледник. Вот тут вот нам сейчас по сыпухе подниматься. Петя поднялся, камни летели только так. Я ждала, пока поднимется, чтобы меня камнем не прибило. Поднимаемся круто в гору. Стою на таким обрывом. Увидела вот такие вот классные бирюзовые. Что это? Грибы? Или что это такое? На сухом дереве, на ветке лишайника или какой-нибудь нарост. Ой, какие красивые. Это грибы, наверное, какие-то. Первый раз такие вижу реально. Такой цвет необычный. Решила снять, хоть и стою прям вообще на скользком обрыве. Вот и нога чуть ли не съезжает вот вниз. Вот тут поднимаемся. Отсюда, кстати, ту избушку лучше видно, чем я откуда-то снимала. Прям вообще хорошо. А снизу ее не видно, не найдешь. И тропы там не видно вообще. Нету тропы. А мы сейчас снова к этой уже подошли. К первой. И он нам туда, вон в дебри идти. Уже скачанные, колючие, с шипами. Колючки эти цепляют прям за юбку. И не отдают. Все ноги сцарапалась. Колени щипит. Жесть. Еще и дождик ко всему пошел. Главное, чтобы сейчас не ливанул, как вчера. А то мы в такой сейчас еще пока что в жопе идем. Ой, нам надо выйти из этой жопы. Не надо, чтобы дождик лил. Капец, усиливается. Петя сейчас ливанет. Ну все. Ливанул. Еще пока не так сильно, как вчера, но... Ай, блин, капец. Вот так вот за юбку прям цепляются колючки.
И вот, допустим, ноги прям раздирают. И они все исцарапанные просто. Жесть. По-моему, нам тут придется пережидать. Вот так вот. Вроде вот эти колючки не такие сильные, вон. А они острые и как это, блин, короче, цепляют юбку, вот. Мы тут под деревьями стоим. Дождь пока не такой, как вчера, но тоже нормальный льет. Маленько переждем и дальше пойдем. Поднимаемся эту тропу. Такую очень резко вниз. Ой, вверх теперь уже. Жопленькая такая, скользкая. Мокро и так все было, еще дождь сейчас поливает. Я вот почему-то люблю такую жесть. Мне все нравится. Я довольна. Думала, сегодня будет такой прогулочный день, а в итоге такая жопка получилась. Не такая большая, как вчера, но все-таки. Зато искупалась. Блин, я тут залезть не могу. Еще снимаю. Еще камень несу в руке, потому что некуда положить. Ой, уже место это дикое поблагодарила за этот камень красивый, что оно мне дало увидеть его. Аж не просто так внимание на него обратила. Самое главное, почувствовала, что можно взять. Приятно так. Подарок за всю вот эту жесть. Мне не интересно вот такое, знаете, скучное хождение там по обычным маршрутам, популярным, туристическим. А я люблю вот такие дикие места, где именно надо трудности какие-то преодолевать. Я не знаю, мне почему-то это нравится. Мне бывает так трудно, так тяжело, что я даже бывает реву иногда. Но это редко бывает, бывает. Вот, и ругаюсь, и такая, зачем я сюда пошла, какой черт меня сегодня дернул. Ну, вот такие всякие дела. А потом, когда уже пройду эту жизнь, маленько отойду, мне все нравится, я вспоминаю. И мне хорошо от того, что я это все прошла. И реально мне нравится, когда вот это все есть. А когда этого всего нет, мне как-то скучно. Вот даже сейчас следы медвежьи увидели, я уже порадовалась. Думаю, ну вот наконец-то все нормально. Все встало на свои места. Вот здесь вот видно, как мы над обрывом идем. Вот еле-еле кустики маленькие защищают от реально огромного обрыва вниз. Видно, что озеро здесь. И тропка какая есть, ну какая-то есть, проходит вот прям где обрыв. Кто ее протоптал, эту тропку, не знаю. Эти рыбаки, которые редко заходят, охотники или животные, или все вместе взятые. Ну вот опять они меня отпускать не хотят. Вот так цепляешься, идешь, и потом не можешь отцепиться. Это ладно, еще вот одна вот зацепилась. Блин. А бывает вон, их тут куча. За ноги, за обувь цепляют. Вот. Когда идешь, вот тут их много, и они прям запутывают ноги сильно. И вот такая вот тропка, ее не видно. Она еле-еле заметная. Но она тут есть какая-то. Прям вот. Прям вот над обрывом. Ну и на карте, естественно, нет этой тропы. Потому что ее тут в принципе нет. Скорее всего, ее животные протоптали. А по ней иногда, блин, проходят люди. Вот такие, как мы, бешеные. Или заядлые какие-нибудь охотники. Вот идем, нас дождь поливает. Нам еще прилично до лагеря идти. Наши домики уже видно. Он уже на подходе. И дождик меньше стал лить. Еле заметно.
Петя, как охотник, добыл дрова. Тащится с дровами. Мы сейчас спустились, короче, к воде. И вот здесь вот, пока она не мутная, подобрались, попробовали. Вода вроде на вкус нормальная. И решили, что тут-то уж на этом озере вода гораздо чище, чем в колодце. И мы решили сейчас из колодца, которая вода, я и голову помою. А потом мы сюда спустимся, аккуратненько наберем. Вот мы нашли один всего подход, где можно подойти и аккуратно воду набрать, не намутив, короче. Вот. Так что сейчас мы уже подошли почти к лагерю. Голову помою шампунькой. И сюда за водичкой сходим. И кушать очень хочется. Уже в желудке урчит, крутит, там сосет и все на свете. Только мы успели дойти, и дождь сильнее пошел. Мы шли под дождиком, но под мелким. А сейчас прям усилился конкретно. О, как полил. Надо же, нам природа дала до домика дойти. И все. И дожди напалил. Я уже помылась из дубика с шампунем. Наконец-то у меня чистая голова. Петя тоже помылся. Мы сидим, дождь пережидаем, чтобы за водой сходить. Есть уже сильно хочется и пить. И в такой дождь не пойдешь за водой. Идем? Как красиво после дождя. А тучи еще такие черные. Это может еще не все. Надо за водичкой идти, пока дозволено. Набирала воду, потом вещички свои полоскала от пота и пыли. И пошел опять дождина. Ёшкин кот. Я тут прижалась к огромному камню. Просто тут очень маленький навесик такой получается. И я к нему прижалась, и вот стою тут, прячусь от дождя. Тут чуть-чуть вот так вот видно, что дождь не заливает, когда прям прижмешься к скале. Стою, пережидаю дождина этот. Жесть. А Петя дальше там пошел. Мне захотелось здесь набирать. Я не знаю, что с ним там. Там прятаться негде реально. Иди сюда. Вон он идет. Вот так вот мы стоим. Петя с той стороны. Там как бы вот такая вот камень вот такой. Он немножко нависает. Как раз хватает, чтобы спрятаться. Вон там даже видно деревяшки сухие. И я также тут с другой стороны стою. Вот так пережидаем дождик. Но уже меньше стал. Надежда есть. Иду такая вся намытая, настиранная. О, воды набрала, постирала. Юбку, майку, носки, стельки. Ну, без мыла просто. От пота, от пыли. Иду такая довольная, потому что там грохочет все черным-черновым. Тучи такие. И сейчас, наверное, опять дождь ливанет. Я иду такая в трусах в одних. Довольна. Намытая, настиранная. Воды набрала, все хорошо. Мне тут мысль пришла, что спокойно жить не смогу, если не скупаюсь в этом озере. Завтра, если погода позволит, с утра, перед тем, как уходить, мы завтра уходить будем, все-таки попробую с того места, где я воду набирала, занырнуть в озеро. Иначе буду я не я, если я в нем не искупаюсь. Ну это если погода позволит, если не будет дождя. Ох, сейчас что-то будет. Как мы вовремя с Петей успели и погулять, и постираться, и помыться, и воды набрать. Какие мы молодцы. И сейчас будем кушать, наконец-то готовить. А то я сейчас умру с голода. О, какой туман. Обалдеть. Все грохочет. Вон испарения идут. Ох, нас озером Ткел как встретила. Не, ну нам дала сегодня погулять. Мы вообще нормально погуляли в хорошую погоду.
Спасибо большое. Вон какие испарения, туман. Дала нам дойти, воды набрать, помыться. Молодец. Все хорошо. А нам все равно, пусть не боимся мы грозы, дождя. Дело есть у нас, мы волшебную делаем еду. Я тут настирала, у меня шмотки тут висят, высыхают. Вот. Да, дождь серьезно зарядил. Прям такой же ливень, как вчера. Вообще все в тумане там вон. Гром грохочет, молнии сверкают. Льет, как из ведра. Жесть. А я тут кушать готовлю, мне все равно, я есть хочу. Буду кашку гречневую варить из зеленой гречки. Вот такая у меня. И овощей добавлю туда. У меня еще есть паштет из тунца. Первый раз такой взяла, ничего не могу сказать, хороший он или нет. Попробую. И хлебцы намажу тунцом. Мне реально все-таки повезло, что здесь такая стоянка. Пусть она такая себе, но она реально защищает от дождя. Можно спокойно сидеть, готовить. Петя там на костре готовит, а я на газу, я газ расходую, так сказать. Да и неудобно вдвоем на костре под таким маленьким тентом в такой дождь готовить. Поэтому каждый занялся своим делом. Вот сварила зеленую гречку с овощами. И сейчас паштет туда добавлю. Будет вкусно. Вот эти тоже гречка, только с тушенкой. Вот сидим у костра. Наконец-то я сюда пришла, мне там уже надоело. Такая погода. Погода отличная, супер все. Главное, что мы под тентом, а не где-нибудь идем в какой-нибудь жопе. Как вчера, например. Аппараты самостоятельно. Что уже вымотали? Да нет, солнце не надо брать. Он сам порадует. Вон там как пар испаряется. Красиво. А там туманный лес. Я его и снимаю. Где мы вчера погода.
Ну, и там с той стороны тоже красиво. Мы бы, кстати, воду вот сейчас не набрали уже в озеро. Не знаю, видно нет, что там по краю от дождя муть пошла. И мы бы не смогли уже набрать. Она взбаламутилась все озеро. Мутное стало. Дождик то меньше, то прям сильно начинает лупить. Но не прекращается вообще ни на минуту. У нас тут костерчик такой хороший. У меня уже аж ноги горят. Хорошо так. Ноги вон все в царапинах. Ну, камера сильно не передаст, насколько они у меня исцарапаны. Прям вообще жесть. Вон. Все ноги боевые. И тут юбка как люстра какая-то получается. Прикольно так. Юбка сохнет. В озере побулькала, пошоркала без мыла. Время 10 час. Мы с Петей у костра насиделись, наелись, ё-моё, за столько времени, за столько дней. Вчера-то я вечером вообще не ела. И сегодня мы столько ходили, так проголодались. У нас обед-ужин сразу был. И тут вечером забыла, кстати, до этого сказать, летают эти летучие мыши. Прям вот подлетают к тебе, прям близко. Плохо их не снимешь, потому что темно, летают быстро. Вот, 2 летучих мышки здесь, видимо, живут. И я еще в первый день их увидела. Там где-то в лесу постоянно разговаривает филин или неясыть. Ну, короче, постоянно ухает, курлыкает как-то так. И этих шакалов тут не слышно именно здесь. А вот в лесу там, когда мы вчера по лесу бегали, шакалов было слышно. Ну и тут, получается, медведица с медвежонком на той стороне живет. Ходит там. Такие дела. Все, всем спокойной ночи, до утра. Время без 5:03. Сейчас произошел обвал камней. Так громко было, капец. Я не поняла, что такое. Думала, кого-то стреляют, что-то кого-то хлопает. Где-то недалеко. Я подумала, что тут эти охотники, что ли, стреляют. И сейчас еще вышла по нужде. Там вроде звезды, есть тучи небольшие и постоянно сверкает, главное. А грома нет. Вот что странно, первый раз такое вижу. Чтоб часто сверкало и нету грома. Конечно, может сейчас как грохнет или как тупанет. Но прям часто сверкание в небе происходит, а грома нет. Дождя нет. Вообще странно. И вот этот обвал, конечно, вообще. Я даже не поняла, что произошло. Такой грохот вообще капец стоял. Такие дела ночью бывают в горах. Доброе утро, земля. Для Абхазии прям очень холодное утро. И очень сырое и мокрое. Прям такое ощущение, что мы не в Абхазии вообще находимся. Но все равно доброе. Вот такие мокрые палатки. Прям хоть выжимай.
Нам сегодня собираться надо идти. Вот там он солнышко выглядывает. Я очень надеюсь, что оно скоро сюда покажется и высушит мою палаточку. Ну, она вообще капец какая мокрая вся. Жесть. Я уже себе завтрак приготовила. У меня льняная каша, смешана с рисовой, сухим молоком, с ягодами и с орешками. Кисель. И, может быть, вот это, если влезет, съем. И можно еще меда добавить. Супер завтрак. У нас тут костерок уже горит. Петя уже на костре себе приготовила. Я, как всегда, на газу. Тебе меда дать? Ты со сгущенкой? Очень вкусная каша получилась. Пакетиков не понравилось. Мне в пакетиках не понравилось. Ты не то берешь. Я умылась, позавтракала. И хочу посмотреть, пойти на озеро. Во-первых, достаточно прохладно, хоть и солнышко только-только выглянуло. Все мокро, сыро. Тут, кстати, такая зона, как будто аномальная. Тут постоянно дождь. И даже когда его нет, тут очень высокая влажность. То есть вот всю ночь не было дождя. А палатка, вот вы видели, да, я утром снимала, как будто дождь лил. То есть она прям очень мокрая. Причем и внутри, внутренний тент мокрый весь, и снаружи мокрый. Все сырое вообще. И вот там, где мы кушаем, обычно сидим, там постоянно капает, постоянно, как будто дождь. Там вот слышно, как будто все время капает, как будто дождь идет. То есть по палаткам не идет, а там идет. Реально. Это, к слову, о том, люди меня частенько спрашивали, встречалась ли я с чем-то аномальным, сверхъестественным или что-то типа того. Я считаю, что все сверхъестественное или аномальное для людей это то, что им непонятно, их разуму. А на самом деле все объяснимо. То есть, ну, просто мы не знаем, что это. Ну, это не значит, что это аномальное там, или сверхъестественное что-то. Вот. Сегодня ночью, кстати, рычал какой-то зверь. Ни Петя, ни я не поняли. Петя сразу там предположил, что это медвежонок потерялся от мамы и плакал там всю ночь. Я говорю, да не похож на медвежонка. Не, рык похож, но он какой-то одинаковый, однообразный был. Вот. Потом еще к сверхъестественному люди бы, наверное, отнесли, что я ночью просыпалась, говорила, что постоянно сверкает. Прям вот я вылазила и в небе сверкает. Но камера бы не передала, поэтому я не стала снимать. Но там постоянно сверкало, как будто молнии. А на самом деле ни дождя, ни грозы, ничего не было. Только вот это сверкание. Оно было долго. Оно продолжалось несколько часов. И я не могла уснуть. Я все лежала и думала, что это такое. Потом думала, кто это рычит. Потом думала, почему там все капает. В общем, я уснуть вообще долго не могла. Я вот проснулась в 3 часа, да, и все, и уснуть не могла. В общем, посмотрю сейчас, если там муть в воде есть, вот это вот, то я не полезу в воду, потому что я только замораюсь. А если более-менее осевшая такая вода, муть вернее, вода, то я попробую искупаться. Вот такая тут грязь, я вчера показывала. Просто же скачная грязь. Она вот такая вот кашистая, знаете. Я тут вначале еще реально идти. А вот чем ближе к озеру, тем вот эта каша начинает проваливаться. И надо выбирать по бревнышкам идти. И аккуратно, потому что они мега скользкие. Ну и вот эта каша, она тоже скользкая.
Мы тут вчера ходили, воду набирали, я еще тут шмотки полоскала. И вот видите, как проваливается он. Вот, например. А! Блин, вот так вот можно урыться аккуратно надо. Страшно жуть. Так, как бы дальше-то куда? Вот я почти у воды. Я думаю, можно искупаться. В принципе, не такая сильная муть. Там вон рыбок вижу маленьких. Можно, наверное, попробовать прям с бревнышка. Хоп, туда сразу. Главное, что у меня камера не шмякнулась. Она на такой деревяшке стоит. Главное потом вылезти еще отсюда. С этой каши. Уху! Я это сделала! Теперь бы еще вылезти. О, круто как! Теперь бы не обцарапаться ни в какие палки. О, какая я молодец-то. Я бы себе не простила, если бы не искупалась. Меня бы эта мысль мучила. Такое дикое озеро и не искупаться. Клещ. Я только что вытащила клеща. Еще один клещ, блин. Капец. Блин, клещ укусил. Получается вот тут вот. Чуть выше попы. Чуть выше крестца. И прям сейчас это болит там. А я, главное, почувствовала только сейчас, вот как будто укус такой. Ну и он не напившийся, то есть он только вот утром меня, получается, укусил. Обалдеть можно. Ладно, все равно мыть. Короче, я иду такая довольная. Вообще, что я это сделала. Я так хотела. Я, блин, сюда шла, я этим грезила. Что я в Диком озере искупаюсь, где почти никто не бывает. Туристы сюда ходят в радиалке. И бывает, некоторые отчаиваются искупаться. Но крайне редко. И я очень хотела этого. И теперь я довольна собой. Клещ, конечно, меня расстроил. Сейчас там в том месте чуть-чуть побаливает.
Как я его раньше не заметила, а? Ну, он только-только укусил. Даже не успел не насосаться ничего. Но впиться уже головой нормально успел, раз я его не смогла выдернуть полностью сразу. То есть разорвала его. Это, конечно, плохо. Так нежелательно делать. Но я просто сзади не вижу. И мне неудобно выдергивать. Блин. Ну ладно, что теперь. Зато я вот искупалась. Я довольна. Я такая радостная. Я смогла это сделать. В этом прекрасном озере Амткэл. Все, теперь спокойно можно собираться и идти дальше. Дальше мы, кстати, хотим делать переход куда-нибудь. Вообще хотим до водопада дойти. Другой дорогой пойдем, не как мы сюда шли. Хотим до водопада пойти. Если там вода есть, там встанем. Мы еще сами даже не знаем, что с нами будет дальше. Надеемся, что все будет хорошо. Вот тут клещ меня укусил. Торчит его, видно? Видно? Да, видно. Капец, не можем вытащить. Сейчас иголкой придется наковырять. Пинцетом не получается. Все, Петя как смог мне выковырил, там иголкой ковырять пришлось. И то там, по-моему, лапа какая-то осталась. Ну, в общем, там обработали, перекисью прижгли, зеленкой. Нормально все. Щипит сейчас чуть-чуть, да и все пройдет. Везет мне на клещей. Второй клещ уже укусил. Все, мы уходим. Пока озеро Амткэл. А вот те катамараны похожи. Может, это не те, но похоже, что те все-таки используются. Вон рыбаки плывут на них. Видимо, они на рыбалку куда-то туда далеко в ущелье уходили. Мы же вчера их не видели. А сегодня вот они плывут. Мы по дороге хотим зайти на Дюльмен. Здесь есть точно непонятно, что это, но, скорее всего, какое-то древнее захоронение. Хотим посмотреть в лесу. Километра 2, чуть меньше идти. Идем вот по такому лесу. По такой узенькой тропиночке. То ли гусеница, то ли червь, непонятно. Наверное, гусеница. Довольно большая, уже снимала где-то такое. Многоножка. Фига, у нее ног сколько много, точно 40, 40-ножка, наверное. О, какие красотки в лесу гуляют. Лошадки. Их много. Лошади в лесу пасутся. Недалеко от Азанского дольмена. Вон он. Привет, красотки. Какая красивая лошадь. Кстати, здесь на тропе вот такая ловушка. Не дай бог упасть и провалишься в яму. Специально сделана прямо на тропе. Не знаю, кем и для чего. Ну, внимания даже не обращает. Вот это вообще красота такая. Идешь по лесу, лошади. Уже ребенок так смотрит.
Ой, какие красивые. Жеребенок так вообще глаз не отводит. Ты малыш. Ой, ты малыш. Ой, а там, смотри, там вообще маленький лежит. Такие лошади могут и напасть, думая, что нам нужен жеребенок. Совсем малыш. Кого-то только родился недавно. Ой, ты маленький. Такие моменты опасны. Ребенок совсем малюсенький лежит в ногах. Могут подумать, что мы хотим причинить им какое-то страдание. Петя пошел вообще кругом. Ой, малек такой. Ой, тут тактика, как с медведями, кругом обойти, показывая, что нам их детеныш не нужен. По колючкам пришлось, блин, идти. Совсем крошечный. Ладно, все, надо идти, не тревожить. Казанский дольмен. Я не знаю, что это означает, но походу это древнее захоронение. Сохранилось до наших времен. Мхом все заросло. Не упасть бы в этих джунглях. Тут так ноги путаются, то об лианы, то об колючки. Так это выглядит с другой стороны. Блин, дождик пошел. Сейчас опять ливанет. Этот камень я когда с той стороны заглядывала в дырку, напомнил мне какой-то череп животного. Тут вообще он как, тут крышка еще была, стенка, где развалился, и квадрат такой зомбячий. Зачем тут дыра, непонятно. На Кавказе в нескольких местах такие есть. По-моему, где-то еще недалеко, поменьше. Такой лес вокруг. Весь заросший. Вот этими лианами, которые обычно свисают везде. Они тут все оплели, весь лес. Больше ничего из-за них не растет. И колючки еще растут. Вот эти шипы какие-то колючие. Вон они. Вот они. Деревья оплетены. Все. За счет этого он таким таинственным кажется, сказочным, красивым. Да, мои представления об Абхазии были другими совсем. Жара, сухо везде, фрукты везде растут, купаться можно. А тут все пересохло, да, везде грязь, мокро, влажность очень высокая. Все постоянно сырое, мокрое, дожди идут, вот сейчас всю дорогу грохочет.
фруктов почти не растет, а если растут какие-то вот такие типа ранеток, яблочек, они еще недоспелые. Все недоспелое, что попадается. Так хочется фруктов. Думала, в Абхазии поем фруктиков. Ага. Да. Петя говорит, лучше мне не говори об этом. Он тоже так надеялся, что будет все супер-пупер. Вот так обычно себе в голове себе представляешь что-то, а на самом деле все абсолютно по-другому. Все отличается от представлений. Вот сорвала какую-то, да, вернее, с пола я подобрала. Вот и ем иду, потому что фруктов хочется. Она еще не спелая такая себе. Кто-то подумает, что я там чем-то недовольна или жалуюсь время от времени. Нет, просто говорю, как есть свои, рассказываю свои эмоции и то, что я представляла, и то, что на самом деле, чтобы люди, те, кто захотят поехать, ну, примерно понимали, что вас ждет. Я именно про походников нормальных, а не тех, которые к морю едут загорать. Там-то, наверное, все чики-пуки. Вот, они в такой жопе, где мы ходим. Ну и еще я всегда снимаю так, как есть. И не хочу казаться лучше, чем я есть. Такие дела. Вот такой же скач просто. Блин, скользко. Очень грязно. Лошадки тут ходят копытные. Лягушки или жабы разговаривают. Там лужа какая-то. Они тут очень быстро убегают. Не знаю, сейчас получится мне их снять. Они тут шуганые какие-то люди, видимо, редко ходят. Опа, замолчали. Все, тишина. И никого не видно. Вот такая дорога. Очень крутой спуск вниз. Скользко-скользко. Внизу опять грязюка. Ну какая. Просто жескачная дорога. Вон она, лягушка, я ее засекла. Вон она торчит. Вот еще одна. Они, короче, тут такие шуганые. Идешь, слышишь, ква-ква. Квакают вовсю. Только подходишь, тишина, сразу бульк все в воду. Шо вы такие тут трусливые-то, а? Лягухи. Вот дождь начинается, и мы решили спрятаться тут. Надо накинуть чехол на рюкзак и кота спрятать. И тут вот такой вот просто гриб огроменный растет. Кто-то его уже поел. Он просто реально большой, очень. Такой грибина. Вот такой гриб с этой стороны. Блин, дождь все-таки пошел, разошелся. И коломаны. Идут и идут дожди. Да что ж такое? Мы тут хоть в заросли зашли. Будем пережидать опять. Вовремя мы срулили накинуть дождевики. Короче, полный трындец. Вот мой рюкзак. Я пыталась его защитить собой, но бесполезно. Вон, я вся насквозь мокрая. Лес нас вообще не спас. Вообще не спас, потому что он редкий. Короче, это капец.
Вот. Можно выжимать. Заодно постиралась. Рюкзак опять весь мокрый, все мокрое. Такое ощущение, что этот дождевик весь промокает. И, короче, я опять вся насквозь мокрая. Просто насквозь. Ну, вон юбка аж прилипает к ногам. Блин, где абхазская жара? Где она? Я хочу жару. Мне надоел дождь. Мне надоело мокнуть. Заканалась вся мокрая, ходить вообще просто насквозь. Ну, что это интересно такое? Я не знаю. Первый раз вижу. Они такие яркие на самом деле. Камера что-то не передает их яркость. Они прям ярко-ярко ядовитого цвета. Вот здесь это виднее, наверное. Что это такое, интересно, даже не знаю. Бессмертники растут. Красавчики такие. Еще капельки на них после дождя. Остановились передохнуть. Не знаю, видно, нет, пара от рюкзака идет. Солнышко выглянуло наконец-то. Я, короче, чуть юбку не потеряла по дороге, поэтому еще встать решила. Она у меня, короче, вот так вообще сползла вниз просто. Иду такая, жопой сверкаю. То ли она от дождя шире стала, то ли я совсем исхудала. Юбка вообще не держится. Вон, широкая стала. То ли я худая. Короче, ем мало, рюкзак не легчает, реально нифига. Надо побольше хавать. То, что отъела за эти дни, очень мало. Еще плюс сувенирчики там покупала в Донбайе. Плюс здесь мы мед купили. Короче, то, другое. Рюкзак реально не легчает. Еще от дождя все мокрое. И палатка мокрая. За счет этого тяжелее. И такое ощущение, что у него вес такой же, как изначально был. Проходим по такому мостику небольшому. О, страшно. Вода есть, это радует. Мы уже почти на подходе. Речка так стекает. Поднялись наверх, и тут вот домик такой. По-моему, это у них пастха называется. Такие домики. Типа как приюты, что ли. Сейчас зайдем, может, посмотрим, что там. Дымоход даже есть. Ой, тут же мышь. Вот она. Села. Мышка. Моя потревожили. Ой, какая прикольная. О, смотрит сюда. О, на звук, наверное.
Какая классная маленькая мышечка. Смотрит сюда. Ушами шевелит. Как маленький медвежоночек. Она такая прикольная. Жаль, поближе не могу снять. Болтает там что-то своей головой, ушами шевелит. Прикольно, мне удалось мышку заснять. Классно. Да, тут и дом. Да, вот приют это получается. Здесь можно останавливаться. Я понимаю, бесплатно, наверное. Но мы в палатках будем. Что-то не такие места так себе. Что-то там слышно, как по крыше капает. Потому что дождик идет маленький. Короче, только я палатку взяла, хотела ставить, и пошел дождь. Он пока мелкий, но я боюсь, что он разойдется. Вот я палатку приготовила. Ну, какие тучи ходят. Подожду, наверное, немножко. Я решила вон там вот за кустом палатку поставить. Подальше. Наконец-то я в такое более-менее сухое переоделась. Ну, что самое такое сохранилось сухое. Я вот кофту постаралась сухое сохранить. И бриджи. И главное, носочки теплые. Что-то я замерзла. Вообще Абхазия называется. Я реально мерзну. Холодно, сыро, мокро. Все тут поразложили везде. Сейчас будем все сушить. Потом попозже пойду палаточку поставлю. И кушать очень хочется есть. В общем, вот так вот все поразложила сюда. Еду вытащила. Здесь вот так вот все вытащила на стол. Это Петины все вещи здесь. Вот он тоже все повытаскивал. И вот так Петя повесил тут веревку. И вот так все сохнут мои вещи. Здесь мои вещи, там чуть-чуть Петиных. И вот еще мои. Да, у меня так много вещей. Потому что я мерзну. Беру всегда много вещей. У меня еще вот тут вот висит все. Вот. Дождевики все, рюкзак, бурдюк, полотенце. У меня термобелье, оно всегда сухое, оно тоже в хорошем пакете. Но я здесь еще ни разу в термобелье не спала. Вот что-то сегодня так холодно, у меня такое ощущение, что сегодня ночь будет холодная. И вот я его наконец, наверное, надену. В пуховом спальнике, заметьте, сплю в Абхазии. Обалдеть можно.